Лучше добавляйте то, что вы любите. Даже какие бы вам там знаменитые шеф-повара не говорили, что вот так вот вкусно, но если вам не нравится это, вам это не будет вкусно. Когда говорят, готовишь с душой, я вот сейчас теперь прям чувствую, как душа, кусочек туда уходит. Один из вкусов детства. Да. Когда вот такой помидор, соль и хлеб. Ставим казан на очаг. Если мы к ним не едем, они летят к нам. Сейчас дело пойдет веселей. Гриша, точно сыр в Ессентуках не в Греции сделали? Ну, я могу так сказать. Там, где греки, там есть Греция. Всем привет, друзья! Я знаю, что вы любите красивые виды, которые мы вам показываем. Ездим в горы, в соседней республике. Но сегодня хорошая погода, и мы остались дома. Сзади нас гора Биштау. Сейчас она чуть-чуть в дымке, в облаках, но должны скоро открыться. Сегодня будем готовить хашламу из телячьих ребрышек на свежем воздухе. Рецепт у нас опять очень простой. Специально выбираем для того, чтобы каждый человек мог приготовить. Тоненькие ребрышки, это телятина, это не говядина. Здесь есть жир, есть мясо. Слоями будем чередовать с луком, с томатами. Перец у нас здесь, паприка, острый перец, зелень, чеснок. Ну и какая хашлама без пива. И, как я уже и говорил, можно вино, можно воду. Никаких у нас шаблонов нету. Готовьте так, как вам нравится. Что хотите, то и добавляйте. То, что считаете вкусно. Потому что вкусы, как известно, у всех разные. Будем готовить, как всегда, в печи. Казаны мы уже подготовили. Вот такие куски будем делать. Сегодня приедут друзья, мужчины. Поэтому куски будем делать мужские. Деревенские звуки на фоне, да? Да. Ну и собаки лают. Мы в таком месте интересном. Это находится в Ессентуках. Здесь живут мои друзья, живет мой кум. Это место называется Затерянный рай. Ребра нарезали. Теперь будем нарезать лук. Ну, сам процесс чуть-чуть похож на казан-кебаб, как ты делал. Начало, по крайней мере. Ну да, он на казан-кебаб похож только мясом. Там мы использовали ребра. Как известно, мясо на кости нравится и тебе, и мне, я думаю, многим Да, людям. многим, да. Там мы жарили его и картошку, а потом тушили. Здесь, видишь, лук появился, то есть он уже отличается. Плюс у нас будут овощи, зелень. Это все будем мы тушить. Зимой, я не знаю, искал, но нашел помидоры хорошие. На рынке, кстати, нашел, не в магазине. Сказали, бакинские. Но пока ты отвернулся, я успел урвать один. Очень вкусные да? помидоры. Ты да, уже поел? Вообще суперские. С солью кушал? Да, обязательно. Почему я спросил, это опять же один из вкусов детства. Да. Когда вот такой помидор, соль и хлеб, да, горячий, бабушка даст. Ребра берем и жирной стороной на дно казана. Вот так, чтобы он прилипал. Так, здесь жира мало, кладем этой стороной. Вот так, можно выше. Вкладываем. Вот, жиром ко дну казана. Расскажу, для чего так делать, когда поставим казан на огонь. Нарезаем лук. Здесь мельчить не надо, поэтому вот такими миллиметров по 5, по 4. Кладем сверху. Опа. Сереженька. Гриша, привет. Привет, брат. Как дела? Отлично, знакомьтесь, мой друг Григорий. Очень. Здрасте всем. Ну да, он стесняется первый раз в Первый раз кадре. на камере. Да, он живет здесь, в Ессентуках. Он позвал нас в это место. Сейчас еще подъедут друзья. Так, Гриша, ты готовить не Опять умеешь? очень вкусно ты будешь сейчас готовить, да, наверное? Да, ты готовить не умеешь, иди вино наливай. Сейчас дело пойдет веселей. Конечно. Сколько я уже хочу твое мясо покушать. Особенно в прошлый ролик. Чуть с ума не сошел. Какой? Казан-кебаб? Да, Больше всего тебе понравился? очень. Эфат. От души. Что хочу сказать, Сереж? Дай Бог тебе самое главное здоровье твоей семье. Вот то, что показываешь, да, как готовить. Все очень вкусно всегда у тебя. Люди смотрят. Кто-то где-то чему-то научится. Кто-то напишет тебе комментарий. Сережа, вот так давай приготовь теперь. Вот как Бешбармак, да, был.
До этого я читал комментарии, там казахстанские ребята писали, приготовить нам что-нибудь Да. такое. Но они именно бешбармак просили. Да? Да, Ну, они не что-то, а именно бешбармак просили. давай выпьем за такое, вот подсказали тебе. Ты делаешь, готовишь. Все очень вкусно у тебя. Все супер. Давай за тебя. Спасибо, Гриш. За вас. Хорошо. Все, Григорий стесняется, пошел заниматься делами производственными. Тарелку найдет сейчас нам для сыра. Ну, настроение пришел, поднялся рано. Ну, видишь? конечно. Во-первых, друг приехал, во-вторых, вина выпили. Хорошие слова сказал. Сейчас вот, когда говорят, готовишь с душой, я вот сейчас теперь прям чувствую, как душа кусочек туда уходит. Помидоры хорошие, но маленькие. Посмотрите, зимой такие помидоры тяжело найти. Вот. Так, теперь помидоры тоже сюда укладываем. Вот такая красота получается. Сейчас еще сюда перчики добавим сладкие. Но у тебя получается определенная последовательность именно укладки, да, овощей? Прям таких жестких правил нету, просто вначале мы будем это все зажаривать чуть-чуть, поэтому мы положили первое мясо. Там есть жир, и у мяса есть свой сок, он не даст подгореть ему. Если бы лук ложили первый, конечно, Да, он бы он сгорел, подгорел, да. Вот. Ну а помидоры, естественно, не надо, потому что они дадут сразу сок быстро. Потом он быстро испарится и начнет все гореть, потому что уже огонь будет сильный. Поэтому в такой последовательности. Перцы напополам сейчас разделим. Это сладкие перцы. А острые перцы у нас в конце будут. Красивые. Красивые, да. Это вот то, что называется паприка. Даже не буду убирать семечки. Они придадут свой вкус. Вот так положим. Закладываем второй слой мяса. Позабыл я, Рифат, свои поварские ножи, шефы, универсалы, филейники. Все-таки бычак — это очень удобно, практично. Короче, им нужно попользоваться, чтобы понять. Во-первых, попользоваться, да. Во-вторых, мы же дома практически не готовим. Готовим на природе, в всяких базах отдыха. И с собой брать шеф-нож очень неудобно. Большой, громоздкий. Самый главный совет при приготовлении этого блюда и любых других блюд я от себя могу дать. Опять же, вы не путайте, это мой совет, лично мой. Я ни к чему не принуждаю. В блюдо не ложить ничего лишнего. То есть хашлама, вот, лук, помидор, перец. И специи соль и черный перец горошком молотый. Это вот по моему вкусу самая бомба, потому что не чувствуется вот этих перебивок разных, когда много разных специй. Тем более не покупайте специи такие, как смесь для шашлыка. Лучше добавляйте то, что вы любите. Даже какие бы вам там знаменитые шеф-повара не говорили, что вот так вот вкусно, но если вам не нравится это, вам это не будет вкусно. Добавляйте то, что вы любите. Сережа, конечно, все понимаю. Так, Готовишь ты. А под вино-то закусочки у нас не было. я готовлю, а Гриша красоту делает. Уф, уф, уф. Рифат, иди, подходи. Да вкусные ессентукские сыры у нас. Гриша, точно сыр в Ессентуках не в Греции сделали? Ну, я могу так сказать. Там, где греки, там есть Греция. Я хочу сказать тост За дружбу народа, давай скажем. за дружбу народов. Это мой один из любимых тостов. И я хотел бы его дополнить тем, что когда мы готовим, в комментариях люди пишут: это наше блюдо, нет, это наше блюдо, спорят, чье это блюдо. Какая разница, чье блюдо? Если готовят и в той национальности, значит оно общее блюдо. И нет такого ни одного блюда в мире, которое бы было бы чье-то, да? Шашлык. Кто придумал шашлык? Сейчас я скажу. Человек придумал. Мясо, когда человек кинул на угли, получился шашлык. То есть шашлык придумали еще в каменном веке. Поэтому давайте не будем спорить, где чье блюдо. Если оно вкусное, значит оно общее. Давайте выпьем за общее. Это за наш мир,
за мирное небо над головой, за нашу жизнь. Люди, любите друг друга. Самое главное. Если будет любовь, будет еще больше счастья на этой земле маленькой. Опять слой помидор, томатов. Такая красота получилась. Теперь это нужно разбавить все зеленым, острым перцем. Его кладем мы целиком. Потому что не все люди любят острое. Если он порежем, будет сильно остро. А так каждый себе возьмет, кто любит острое. Так, ну теперь нужно это все приправить. Как всегда, вначале солим немного. Потом всегда можно досолить. Свежемолотый черный перец. Просто непередаваемый аромат, когда перец попадает на помидоры. Начинает идти запах томатов с перцем. Бомба. И в завершении чеснок. Опять же, может, кто-то чеснок не любит, поэтому кладем целиком. А тот, кто любит, потом себе достанет, скушает и порадуется. Все, ставим казан на очаг. Брат, давай хотя бы тебе помогу костерчик зажечь. Ну давай. А то ничего не делаем. А так люди и учатся готовить. Картошку сначала чистят. Так. Для начала нам нужен жар не сильный. Вот как раз разгорается, чтобы жирок подтаял и на нем зажаривалось мясо. Прошло буквально 10 минут. Уже пахнет жареным мясом и луком. Это значит, жир уже вытопился, мясо с луком начало жариться. То есть уже цвет бульона будет другой. Пиво живое, нефильтрованное. Запах нереальный. Пиво залили, вот оно даже не покрывает помидоры, лук, чеснок, перец, потому что они тоже дадут сок. Закрываем крышку, делаем самый-самый медленный огонь, который только можем, и томим хашламу 2 часа. Оставайтесь с нами. Посмотрите, орлы даже здесь. Если мы к ним не едем, они летят к нам. Какая птица красивая. Ну что, настал этот момент. Истина. Да. Смотри, какое мясо. От косточки отходит. Давай выложим. И будем ждать друзей. Вот такая красота. И бульон еще там. Бульон, да. Капитально. Вот даже объектив захватил. Видел? Отскочила. Да. От кости. Горячая. Смотри. Вот так. Давай попробуем. Давай. Мясо тает во рту. Так, приехал еще один мой друг. Сейчас мы его встретим и будем кушать вместе. Миха, привет. Ты вовремя. Здравствуйте. Хашлама готова. Красиво все. Гри- Очень вкусно выглядит все. Гриша научился сегодня наливать. Он говорит, я хочу научиться готовить, с чего начать. Я говорю, как завещал Жорик. С розлива. Да, начинать нужно с вина. Мишка, скажи что-нибудь. Что сказать, ребят? Давайте выпьем за ваше прекрасное вот такое вот застолье. За ваше дело. Дай Бог всех благ вам. Спасибо, Миха. Да, Давай давай. выпьем. И пока горячая, покушаем.
ну что там получилось, посмотрим. Хорош вино. Давай разломаем хлеб. О, смотри. Оп. Да. И вот так. Можно сделать фарш. Вот так Мясо тает просто. помять. Так положить на хлеб. О, Да, сюда положить лук. Лук вареный. Где тут перец был? И вот так вот. бургер получился у тебя, да? Сейчас за кадром там кто-то с ума сходит. Бутерброд. Вот так завернуть. Если бы ты еще макнул хлеб, то Пушка. Да. Вот чеснок. Прям как в плове. Варился же он там? Совсем. ну грех не, это не сделать такое. 100%. Да. Это самое вкусное. Отлично. Самое главное, что никаких трудозатрат нету. Сложил все слоями. Пиво, вино или воду налил и на 2 часа забыл. Все. Самое вкусное мясо. У нас здесь дедушка вышел соседский. Сейчас пойдем его угостим. Здравствуйте, ребята. Сейчас там поставим. Дорогие друзья, в очередной раз хочу поблагодарить вас, что посмотрели этот ролик до конца, были с нами, разделили наш день. Хоть, конечно, вы и не попробовали это мясо, но я уверен, что каждый захочет его приготовить, и у него это получится. По-любому получится. Конечно, получится. Самое главное, это чтобы были друзья рядом, близкие, родственники. Кушать плохо только одному. Всем спасибо, смотрите наш канал. Самое главное, подписывайтесь. И вкладывайте душу в это дело.